Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что этим вечером собрались у своих экранов, гаджетов для того, чтобы проанализировать все происходящее. Поможет нам в этом Игорь Мосейчук. Он прямо сейчас на связи. Игорь Владимирович, приветствую вас. Приветствую вас, Александр. Добрый вечер, уважаемые зрители. Ох, у нас сегодня насыщенная программа, знаете, и понятно, вроде как геополитику нужно обсудить, потому что дела происходят вообще просто необыкновенные, но мы, вот как украинцы, замкнуты в этих событиях, которые бурно бьют ключом, и, конечно, львиную часть нашего сегодняшнего разговора посвятим именно им. Покровск, Мирноград, Купянск, множество видео, Зеленский попер на Донбасс, Буданов уже там. В общем, будем обсуждать события на фронте, является ли это какой-то знаковой, поворотной точкой. В общем, обо всем об этом и по порядку. Друзья, для того, чтобы поучаствовать в нашем разговоре, все очень просто. Заранее, заблаговременно можно оставить свой вопрос, потому что в конце эфира будем задавать ваши вопросы и обращаться к ним в сообществе YouTube абсолютно открыто. Переходите, анонс нашей встречи, и там в комментариях люди уже привыкли и знают, как это. Кстати, если вдруг не успеем, то Игорь Мосейчук, его YouTube-канал, он любезно и с удовольствием берет эти вопросы для своей рубрики «Ответов на вопросы», поэтому подписывайтесь на Мосейчука тоже, ссылка в Телеграм тоже в описании Игоря Владимировича. Также клуб зрителей Шелеста, естественно, и, конечно же, чат-трансляции. QR-код, который видите на экране прямо сейчас, это возможность, задать свой вопрос или написать чего-то на экране, вот прям сразу это все появится. Также чат трансляции в конце присоединим, но и в начале, к нему будем апеллировать. И у нас такой вопрос сегодняшнего эфира. Что из перечисленного представляет наибольшую опасность для Зеленского? Варианты. Урезание финансирования Западом, солдатские бунты, акции ветеранов, рывки вооруженных сил Украины вперед, риск ликвидации. Просто тут нужно многое перечислять. Короче, военная угроза. То есть продвижение быстрое, или там уничтожение, или вот опасность. И финально еще один четвертый вариант. Просто YouTube дает только 4. Это протесты гражданских и стычки с ТЦК. Вот такие 4 вида опасности для Зеленского и режима, и зеленейшего, как мы его называем. Как бы вы проголосовали? Я знаю, что вы тоже активно голосуете в этом опросе. Прежде всего, уважаемые зрители, кто не успеет задать вопрос, вы вообще можете перейти в 20:00 по Киеву на мой канал, и я в прямом эфире буду отвечать на все ваши вопросы. Мой ответ такой. 4 в комплексе. 4 в комплексе. Комплексно это все становит угрозу. Комплексно это все, Александр, как раз и есть та иголочка, которая в том яичке, которая может сломать бессмертие. Это раз. Во-вторых, я скажу так. Я четко понимаю, что уже в окружении, уже среди депутатов, уже среди работников офиса президента и работников дома кабинета министров, пошли разговоры. А Владимир Александрович, что неадекватен. Так, детализируйте это. В каком смысле неадекватен? Чего вы, смотрите, как хорошо все у него и в Купянске, и в Покровске, и вообще держит ситуацию на контроле, мчится к азовцам, нацгвардейцам и десантникам. Все рука на пульсе. Чего это вы вдруг так решили? Я скажу очень просто. Это не я решил, это я услышал, во-первых, от людей, которые работают в этих зданиях в правительственном квартале. Во-вторых, люди не идиоты, а тем более те, кто там работает, они имеют чуть больше доступа к информации, чем обычные граждане. И, соответственно, им не обязательно смотреть Шелеста, там, Мосейчука и еще кого-то, чтобы узнать правду о ситуации на фронте. И когда правда ужасающая,
когда военные пишут, что мешок, что на дне мешка множество наших солдат и офицеров, когда военные пишут, что в Мирнограде гарнизон окружен, ну, тактическое окружение, когда военные пишут, что тяжелейшие бои в Купенске и Купенска фактически тоже нету, и тотальный контроль дронов, да, фактически российских сверху. А в ответ мы проводим зачистку Покровска. Мне звонят оттуда, говорят, а он вообще вменяем? Мы вот тут вот еле на заправку добрались, ну, на въезде, там Воровская заправка, кто был в Покровске, знает. Вот. Или по Купенску говорит, да там 60 русских осталось, сейчас мы их дозачистим, это самое. Не звонят, говорят, ну, а он не хочет приехать, взять автомат, ну и такое. После сегодняшнего посещения там штаба Азова, бригады Национальной гвардии, ну, вопросов осталось аж не меньше, потому что он поехал развеять это все, поехал показать, вот я вот здесь, но повезли его на участок, который сейчас более-менее спокоен, ну, не насколько интенсивен. Плюс, ну, знаете, месседжи, которые мы от него слышим, это приблизительно с той же серии, как мы будем их бомбить, 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 понимаете? Ну, то есть адекватности ноль. По состоянию на сегодняшнее утро 32,5 квадратных километра, ну так оценивают аналитики, оккупирована Днепропетровская область. Днепропетровская область. Ну, там ужас на самом деле. Да, Покровка, вот Покровка, понимаете, в которой в хорошие времена жило 2500 людей, сейчас если 500, ну, наберется, то хорошо. Ее можно даже не занимать. Во-первых, ее оборонять некому, ну, по большому счету. Во-вторых, ее можно обойти, ну, даже не заходя, ну, грубо говоря, в нее. А в-третьих, от Покровска, ну, вот этой заправки, которую я вспоминал, до Павлограда собака не валялась, ни одного окопа нет. Ничего нету от слова вообще, никаких оборонительных сооружений, никаких населенных пунктов, ну, то есть, чтобы зацепиться, сказать, фортеця что-то. Ну, нема що об'явити даже фортецей. То есть, следующая фортеця Павлоград, ну, грубо говоря. В сторону Синельникова ситуация та же самая. Ну, реально та же самая. Там есть оборонительные сооружения, которые уже от времени, ну, позасыпались, построенные во времена Коломойского Корбана, ну, когда они возглавляли областную администрацию. Неизвестно, зачем их там копали, ну, потому что угрозы ж такой не было, ну, выкопали. Вот они полузасыпаны, и тоже голое поле, ну, до Синельникова. Какие там угрозы? Перерезание Синельникова это проблема с гуляй-полем, которая вполне может пасть. Ореховым, которая последняя, ну, перед Запорожьем. Синельниково логистический узел на Запорожье. Захватив Синельникова, враг может перебить дронами, артиллерией, всем простреливать вот эту короткую дорогу с Днепра на Запорожье. То есть Запорожье может оказаться, ну, если не в тактическом окружении, то в очень, ну, такой неприглядной ситуации, когда противник сможет его разбирать. Днепр, ну, понятно, если Павлоград, тоже возникнут проблемы, там чуть лучше ситуация, чем в Запорожье, но возникнут проблемы. То есть два областных центра
два промышленных центра, фактически ворота оттуда и оттуда в Криворожско-Рудный, ну, бассейн, да, грубо говоря. Эти два города окажутся под ударом. Дальше Кривой Рог, дальше города, связанные с выдобычей руды. Ну, Ох, вы, Кривой... конечно, широко шагаете по Не, я карте. не шагаю, я не дай бог. Как Я, циркулем, слушайте. я не дай бог, но я вам говорю, ну, в Москве сидят не идиоты. Вот все, кто выходят и рассказывают, что в Москве сидят идиоты, я бы им бил морду. Ну, просто. Так как и тем, кто говорит, мы наступаем, ну, ладно, один неадекватен, но там же есть плеяда подлизывателей, подгавкователей, понимаете, и так далее. Я вырисовываю перспективу, исходя из того, что в Москве сидят не дураки. И все прекрасно понимают, что если, во-первых, экономически это, ну, это вообще все меняет. Потому что Криворожский рудный бассейн – самое крупное месторождение в мире железной руды. РУР, ну вот эти вот европейские вещи, они поменьше. Потеряв это, ну, Украина в огород превращается. А потеряв Запорожье, угроза Николаеву, ну, Одессе, да, вот, вот, вот. Это я не циркулем рисую, это я говорю о том, какие могут возникнуть и реально будут возникать опасности в случае продолжения того, что продолжать. Я сегодня сказал, как, и я сейчас поделюсь то, что вижу я, как это как остановить это безумие, как прийти к миру. Я исхожу из того, что Путин мира не хочет сейчас, ему он не выгонен по одной простой причине. У них все хорошо. Прекрасно, ну, продвигаются войска, идет наступление, он диктует условия, все. Трамп сидит на берегу до февраля месяца, там ожидает, как подействуют санкции, да никак не подействуют, потому что Индия в обход закупает через другие компании. Пекин сказал, давайте до свидания. Ну, те компании, которые работают в США, отказались от контрактов, сателлиты, ну, начали закупать нефть в России. То есть санкции нет, а в феврале могут сказать, да давайте, раз вы дальше хотите воевать, давайте там до октября, да, посмотрим. Вот, эти томагавки, тамагочи, понятно, никто не даст. И, соответственно, ситуация такая. Чем дальше в лес, тем глубже и толще партизаны, как говорится. Ну, то есть территории, потеря территорий. И условия окончания войны будут меняться и становиться все хуже и хуже. Потому, а Зеленский не хочет прекращения. Мы это не раз уже с вами говорили по другой причине. У него причина проста. Прекращение войны – это кобздец. Ему и все от этой своре зеленых гнид, от пропагандонов до барыг, казнокрадов, мародеров и тому подобное. И военных преступников. Тут надо четко сказать. К военным преступлениям мы сейчас вернемся. Сейчас я закончу этот момент. Значит, ни один, ни второй не хочет окончания войны. Зеленский понимает четко, что благодаря его действиям провалена мобилизация полностью. Ну, потому что она превращена в людоедство, бусификацию, насилие и так далее, и так далее. Они вводят то, о чем мы говорили, вы помните, 3 года назад.
Они начинают вводить через Кабмин контракты, большие деньги, все. Ну, во-первых, денег нет. То есть только бла-бла-бла. Ну, поэтому большие деньги в рассрочку. Это нужно Да, я говорю, подчеркнуть. бла-бла-бла. Это во-первых. Потому что... А во-вторых, а кто им теперь поверит? Вот когда мы говорили 3 года назад, тогда могли поверить. А сейчас уже ж нет. Ну, балаболы. А балабол, как известно, хуже, ну, триггераста, будем так говорить. Поэтому что? Надо мобилизация, а мобилизацию делать никак нельзя. Мое предложение очень простое. Ну, мое предложение, оно Зеленского не касается, а страны, ну, касается. Мое предложение очень простое. Остановить бусификацию, остановить людоводство, остановить силовую мобилизацию. Вообще мобилизацию гражданских лиц остановить. И перенаправить, и мобилизовать, и отправить на фронт граждан прокуроров, граждан милиционеров, граждан бебовцев, набушников, ДБРовцев, кто там у нас, часть СБУ, которая фронта, ну, не видела от слова вообще. Тут два момента. Вот и пенсионеров, которые до 60 лет с этих, ну, структур, а то, например, господин Шило, 37 или 38 лет, а он пенсионер. И под броней. Ну, что это такое? Страна этим людям платила деньги, и не маленькие, давала льготы, и нормальные льготы, чтобы они ее защищали. Нет, я с вами, кстати, согласен. Если погнать на фронт прокурорских ментов и всю вот эту свору, то война закончится завтра. Абсолютно. Я аплодирую, Александр. Это точно. Вы поняли, к чему я веду? Просто смотрите, тут же такой момент. Можно сказать, это вот Шелест, Мосейчук сидят, там лясы точат, но я просто всем напомню и освежу в памяти, кто призабыл. Это где-то середина лета, и, по-моему, даже раньше, это условие всплывало со стороны Российской Федерации. Мол, останавливайте вот эту мобилизацию, бусификацию, и дальше поехали русский язык, церковь, ну, вот эти все моменты. Мы к этому, подождите, мы к этому сейчас, ну, доберемся. То есть, надо остановить. Вот есть, ну, резерв, вот, не Иван Петрова от трактора, от компьютера с офиса, ну, или с улицы, да, вообще прохожий. А вот люди, которые десятки лет деньги получают. Более того, государство давало им возможность воровать, коррупцией заниматься. Ни для кого же это не секрет, ни для кого. Так хай послужат государству. Второй момент. Ну, естественно, надо оборонительное сооружение. Пожалуйста, давайте возьмем за попу мягкое место граждан Миндичей, Шефиров, и до них, и до каденции, ну, зеленых, хватает. Я вот посмотрел этого Леонида Даниловича. Такого наморозил в интервью. Чего? Александр. Это прям, это историческое интервью. Да. Я прям согласен с теми людьми, которые высказывались, что, видимо, там прижало его крепко, что Зеленейший будет роток раздевать и на его ростки, и Пинчука, и тоже. Поэтому, собственно... Ну, на Пинчука, да, поэтому абсолютно, вы абсолютно правы, я разделяю ваше мнение, что просто так такие интервью не появляются. Данилович отрабатывает при каждом президенте. Пинчук заносил генеральным прокурорам и президентам миллионы за то, чтобы дело о том, что он не убивал Гангадзе, ну, не отдавал приказ, не расследовалось. Ну, это факт, который среди политических, журналистских кругов, ну, всем общеизвестен. Каждый генеральный прокурор захотел, говорю, возбуждаю уголовное дело, помните, да? Хопа!
Пинчук. Тык-тык-тык-тык-тык. Возьмите. Ну, факт, факт. Значит, это, ну, это раз. То есть нам все понятно, почему это появилось. Ну, все. У меня вопрос. В Днепре, да такие же заводы, пароходы, Пинчука, они же оттуда, да, там, ну, и Кучма, и он. А Слабо линию обороны построить. Не за интервью платить или соросятам, ну, раздавать, а взять денежку и построить. Денег все равно ворованы. Смотрите, я вас хочу прервать, вот эти ваши размышления, но мне они сводят, ну, вот как бы, они сводятся к тому, что вы пытаетесь нам рассказать, как лучше воевать, понимаете? Вместо того, чтобы... Это, можно я закончу? Ну, то Можно, есть Александр? мобилизация, линия Не-не-не-не, я обороны. пытаюсь рассказать, как остановить войну. И сейчас вы поймете, к чему. Ну, потому что у меня это все в комплексе идет. Нельзя, когда фронт рухнет, тогда о мире уже говорить будет, как говорится, поздно пить боржоми, Александр. Поэтому я в комплексе предлагаю ментов на фронт отправить, олигархов потрусить на эти, ну и новых олигархов, их же ж расплодилось сейчас. Нам же Зеленский говорил, мы победим олигархов. Победил, наплодил новых. Но самый главный пункт другой. Самый главный пункт. Я четко понимаю, что надо менять военно-политическое руководство страны. Потому что Зеленский Владимир Александрович, гражданин, правда, ще непонятно, только України чи по совместительству и Российской Федерации, он превратил вооруженные силы Украины, превратил фактически защиту Отечества в мясокомбинат имени Зеленского, которым руководит российский генерал Сырский. Понимаете? И туда, как в топку этих украинцев, хоп, хоп, хоп. Ну, мы посмотрели, высадка десанта, контрнаступление начинается. 11 человек высадили, но я не буду там какие-то источники отсылаться до российских источников, ну или куда. Я четко скажу, что по видео опубликованным, по данным, которые имеются в доступе, грубо говоря, то, о чем говорят, в том числе и в ГУР, было поражено с 11,6 человек. Я не знаю дальше там судьбу тех, кто остался, ну, дай бог здоровья всем, это самое. Но факт остается фактом. Это маленький факт. Это спецуру кинули, понимаете? И кинули как? Вот смотрите. Летит 2 вертолета. Приземляются, а там спящие дроны российские. Ну, Александр, ну только ж дурак не поймет, что сдача была. И высадки, и всего на свете. А награждение в Днепропетровской 125-й бригаде. Собрали всех. Сырского ждут. Этот самый приедет. Позвали областную военную администрацию. Сырский, кстати, не доехал. Не доехал. Собрали лучших из лучших. Лучших пилотов дронов, снайперов, разведчиков, техников, механиков. Все. На! Больше полусотни нету. Это не диверсия. Это, ну, кто-то так моет что-то. То есть, мое мнение, заканчиваю, чтобы мы уже не возили, бо вы обвинили мобилизация Мосейчука, копы. Все в комплексе. А первым-наперво Верховный Совет должен взять на себя ответственность нахрен.
на четвертом году войны, видя, что Владимир Александрович в неадеквате, бо адекватный человек же не может говорить, на 600 россиян 60, на потерянный город, что мы его зачищаем, ну это уже сюрреализм. Значит, парламент должен взять на себя ответственность. Надо взять, передать в руки военных, которые, военного, который пользуется поддержкой в войсках. Функции военные, не гражданские, Александр. А кто такой у нас там пользуется поддержкой в войсках? Послушайте, есть генералы, которых можно не справился через 3 дня поменять, через 7 дней, через 10. Я бы, например, возможно, постановился на генерале Драпятом. Я имею в виду, что передать функции Верховного, главнокоманду, и главнокомандующего ЗСУ. Вы поняли, только военные функции. А гражданские, то есть управление политическое, управление страной, парламент должен взять ответственность на себя, правительство национального единства и сразу же выйти на переговорный процесс. Зеленского надо обнулить. По Конституции. Я сразу говорю, по Конституции. Понятно, что с изменениями. Смотрите, тут такая вот... Смотрите, Александр. Тут такой момент есть очень деликатный. Дайте я закончу. Очень важный момент. Очень важный момент. Я несколько раз у вас в эфире говорил о финском варианте окончания войны. Пока, по состоянию на сегодня, он еще возможен. Если завтра новое политическое руководство страны, правительство, национальное единство, спасение, как угодно, но назовите, выйдет на Трампа и совместно, нормально начнутся переговорные процессы с Путиным, не танцы с бубнами, вот эти санкциями недействующими, томагавки, гавки, недовалки, понимаете, и так далее. А нормальные переговоры. Мы же понимаем, что Путин и Трамп играют в 4 руки. Это очевидно сейчас. Трамп сидит на берегу и машет крыльями и рассказывает, вот, а в это время Купенск, Покровск, Мирноград, продвижение к Днепру, а он машет дальше. Почему? Потому что Зеленский невменяем, Зеленский недоговороспособен, и с Зеленским не хотят говорить. Не Трамп, серьезно, издевается. Поиздеваться, да. Он же дебош устроил, тогда в Белом доме. Теперь этот его зовет поиздеваться. Пока до поездки рассказывают, дам томагавки, потім гавки выходят. И так далее по всем направлениям. Деньги, говорит, так это европейцы хай забирают. Я не участвую в этом, российские деньги. А европейцы кирпичами, извиняюсь, какают, по кустам бегают, что сейчас нам прилетит, не будем трогать российские деньги. Обещают, но не трогают. Так а чего это вдруг Зеленский говорит, что он не знает о плане Европы ничего? Смотрите. Публиковали же 12 пунктов. Это что, без согласования с Украиной? Сейчас за план. Одну секунду. Сейчас за план. Последнюю риску под этим подведу. Смотрите. Четко надо понимать, что мирное соглашение пока возможно. Но оно будет очень тяжелым. Оно будет очень тяжело перевариваемым. Оно будет не в пользу Украины и близко. Но оно сохранит государственность. Оно сохранит жизнь народа хотя бы на тех территориях, которые остаются. И, возможно, даст возможность даже возвращаться людям, которые уехали на территории другие. И хотя там и будет другая юрисдикция, это очевидно. И, я извиняюсь, Мандергейму
ну, этому зеленому нашему, зеленейшему до Маннергейма, как мне пешком до Нью-Йорка сейчас. Вот, но Маннергейм четко понимал, либо страна Финляндия, либо дальше воюем, и нифига не остается. И он отдал, чтобы спасти страну, он отдал Выборг, отдал Карелию, отдал все, подписал и отдал. Факт, факт. Смотрите, Э, тут есть очень деликатный момент, и мы с вами вот строя вот эту всю конструкцию, которую вы обрисовали выше, смахиваем на каких-то наивных идиотов. Почему? А вы серьезно думаете, что у Зеленского нет информации реальной по поводу фронта? Вы правда думаете, да Сырский у него, как бы принеси, подай и не мешай? Нет, это наоборот. Вот это то, что Марьяна рассказывает, ну, пишет, да, это отводняк. Так Это отводняк. Зеленский, он лично руководит вот этой... Он знает, а теперь возвращаемся к военным преступлениям. Значит, все рассказы. То, что он невменяем, это одно, но то, что он лично принимает решение, знает, отправляет. Более того, я скажу, Буданов выполнил приказ, отправив этих ребят туда. То есть это самое, это все, кто мне рассказывают, это Буданов, это Сырский, это Ермак, это Шефир, это Миндич. Я извиняюсь, Хуиндич. Потому что фирма Форипоинт Зеленского фирма, а не Миндича. Зеленского Владимира Александровича на фунта оформлена. Понимаете? Все. Нету. Тут этот человек в комплексе там где-то с Сырским, где-то с этим Кнуром Хмельницким, як его там, Стефанчуком. Это самое. Они совершали военные преступления. Но основной военный преступник против украинского народа и украинских вооруженных сил – это Зеленский Владимир Александрович. Так вы ж его, ну, не выгоните, понимаете? Подожди. Вы ж его никуда не денете. В этом-то, понимаете, в этом-то и фишка, Почему это не выгоняют? Смотрите, так в этом всем как бы раскладе, он же всегда центральная фигура. Да, Почему не выгонят? он всегда перекладывает ответственность. Тут военные, тут не так... Ну, там, я согласен с теми людьми, которые утверждают, что это просто Зеленский отыграл роль. Что он такой... Что он такой дурачок, понимаете? Они завтра на плаху поведут Сырского. Сырского или кого-то другого, неважно. Александр, я не удивлюсь, что послезавтра выйдет какой-то прокурор или СБУшник, да, в эфир и скажет: нами раскрыт серьезнейший заговор, операция, он работал все время на ФСБ, он убивал, отправлял на смерть наших солдат. Я не удивлюсь этому. Абсолютно. То есть это вариант, который, я думаю, уже где-то в красной папочке лежит заготовлен на Банковой. Чтобы спасти зеленую задницу, мы вынесем вот это вот, расскажем. Но я говорю, мы же не должны уподобляться невменяшке. Нет, смотрите, я сейчас это говорю не для того, чтобы кому-то уподобляться. Я это сейчас говорю о том, что нужно какое-то стратегирование. Потому что у нас сегодня эфир называется «Маркиза Херпиду», понимаете? Так он такой и есть, понимаете, в чем дело? Если хер не идет, то его надо отрубить и вынести. И собакам отдать. Все. Некому. Ну, Некому.
Смотрите, вот сейчас идет какая-то дичайшая история. Я хотел бы, чтобы вы два слова сказали в контексте военных преступлений. У нас действительно, вот Рёбка говорит, 85% потеряно. Безугла говорит, 80%. Ну, в общем, понятно, что дело времени. Ситуация Я в говорю Покровске. 93. Ну, там все могут говорить. И Мирноград, и... короче. То есть мы понимаем, что здесь нужны какие-то шаги, которые не гасят пожары, а которые вот ну, в дальнейшем, которые пытаются как-то Ну, обнадежить. я обрисовал их. Это единственный путь. Если мы хотим спасти страну, это единственный путь. Александр, нету другого пути. Это все сказки. Зеленский что-то, ничего Зеленский делать не Смотрите, будет. а нам забивают баки. Зеленский полетит к Трампу. Трамп над ним постебается, посмеется Ну, и все. ничего страшного, знаете украинскую поговорку? Здесь смеху люди бывают. Вот над ним посмеялся Трамп, прошло еще Смотрите, 3, нет, 4, 5 недель, смотрите. еще Нет, денежка ну, прилипла, Александр, европейцы раскрыли Александр, кубышки. Нет, вот, Игорь, смотрите, тут же возникает момент. Людям мастерски забивают баки. Вот скажите, вот эта же картинка, это же ужас, да? Вчера появляется в российских пабликах, что российский дрон наблюдал, как украинский убил гражданских и собачку под Купянском. Сегодня проходит время, то же самая картинка уже как бы от ДШВ, от украинских солдат, то, что типа это российский летит и убивает. И вот как бы это все раскололи, и это как бы обсуждают. Ну, плюс вот десант ГУР, да, плюс еще вот какие-то такие вещи. И все вот обсуждают не то. Не поражение Покровское, а вот это. Понимаете? И выясняют, а кто же, как же. смотрите, во-первых, сценаристы вот этого э, кровавого квартала, да, грубо говоря, они начали отводняк сначала, вы помните, 100, 200, не, 500, 600 дронов на Москву летят, все, оказалось 6. Но картинку пытались создать. Не поверили. Ага. Ну давайте убьем гражданских, давайте еще что-то сделаем. Я ж не знаю, кто там убил, я ж там не был на том месте. Одни подмонтировать можно и наснимать с дронов чего угодно и кого угодно. Ничем, абсолютно ничем не отличаются украинские пропагандисты от пропагандистов российских. Сиамские близнецы. Вот Скобеева и почти моя однофамилица. Вова Петров и Соловьев. И так далее, и так далее. Создают параллельные реальности. Вот параллельные реальности создают. И скажу так, что на самом деле мы должны четко понимать. Говорить можно много. Вот мы много сегодня говорим. Ситуация сложилась так, что после Купянска, после Покровска и Мирнограда, если не предпринять вот эти вот шаги плюс-минус, может, подкорректированные, о которых я говорю, если не выйти на переговорный процесс и не пойти путем Финляндии, путем Маннергейма, мы можем получить полное поражение, потерю государственности, потерю страны, потерю народа, потерю людей. Потом его надо будет собирать. И, ну, то есть это уже другая, третья даже реальность. И хоть с циркулем, как вы говорите, хоть с сантиметром, хоть с чем угодно бегай, но логика любой войны в том, что обрушение фронта, хаос в тылу – это верные друзья поражения,
Это верные друзья капитуляции. Это верные друзья смерти государственности и угрозы смерти целого народа. Ну, как-то Поэтому вы, слушайте, тоже сгущаете краски. Смотрите, да, понятно. Ну, нормально все держит власть в своих руках. Вот смотрите, выходит Свириденко сегодня и говорит, значит так, Вовина 1002 это не популизм, это реальная поддержка. Мы в Кабмине занимаемся тем, что поддерживаем людей. Плюс там малоимущим или там нуждающимся, вот эти по 6 тысяч гривен. Дальше повышение зарплат. Ничего страшного, будет повышение. Там кому-то не заплатили из учителей. Ну ничего, там заплатят дальше. Выходит глава Укрэнерго, говорит, смотрите, помогите нам, пожалуйста, ну, украинцы. Одевайте светрик, одевайте свитер, давайте, ну, 20 градусов не топите. Сделайте вот так. И все нормально, так выстоим, так победим. Все вообще отлично. Вот вы говорите, уезжают, да никто не уезжает. Польские сегодня говорят, так 100 тысяч это фейк. Ну, молодые, 18-24. Нашли польских, которые... А то, что у нас мы не только с Польшей граничим, ну, это дело такое. То есть, смотрите, они демонстрируют, что все под контролем, что все контролируется. Черной зимы не будет, в тыл засыпают деньги. Вы вот там подавались на 1000, спрашивают друг друга люди, да, или там на 6 тысяч, и вот кто-то подался, кто-то там даже получил. То есть абсолютно гасится вот эта как бы волна, которую боятся. Вот Кудрицкий в «Политико», да, которого взяли за жабры, он же там четко рассказал, ну, в него несли залог, он уже как бы, да, вот судится. Говорит, они очень боятся на Банковой, что тяжелая зима приведет к восстаниям, бунтам и протестам. Так а какие бунты? Ты ж получил 1000, ты ж получил 6, ты же согрелся? а Нормально. вы заметили, как так власть тихонько съехала с бунта на 7-м километре? Вот Да. все. Говорили, тихосенько так, накажем. Тихосенько, тихосенько, тихосенько. Они боятся бунтов, они боятся восстаний, они боятся погромов, э, они боятся. И этот страх читается в решениях. А то, что рассказывается правительству, третий день с собаками бегают по Банковой, кого сделать крайним за 3000 на Укрзалезнице. Потому что, ну, я не знаю, может, только в яслях эти немовлята не смеялись с этой истории. Укрзалізниця на грани. Завтра главного диджея в парламент приволокут, чтобы он рассказывал, ну, с Укрзалізниці диджея, чтобы он рассказывал, спасал ситуацию. Решили Кулебу сделать. ЦАПом. Говорят, это он придумал, подонок такой, подставил это самое зеленейшего. Ну, как там Сырский, там Кулеба, какая разница. Надо будет Свириденко не так боком повернулась, не так Орбану улыбнулась или кому-то там еще. Это самое. Ну, вы же понимаете, для Зеленского и его вот этого круга династии, да, скажем так, для Зеленского и династии все остальные расходный материал. Ну, просто расход. Шмыгаль. Пошмыгалял, шмыгалюй туда. Этот самый, кто там, порулил, вали туда. Ты же не в династии. Династия вот она, вот это, вот. Те, кто умеют гешефт считать, шекель с русским рублем не перепутать или перепутать. Понимаете, случайно. Вот, диаманты там производить в России. Паспорта веерами вот так вот. Труханову нельзя, Шефиру можно.
санкции против вот этих и вот этих вводим, а эти нет. Ну, вот вы мне скажите, вот смотрите, вчерашняя ситуация в Днепре. Ну, это запредельный, ну, вот вчера я увидел две вещи, ну, две, которые для меня показали, ну, не просто преступность режима, я ее понимаю, ну, давно, а низость, подлость и все то, что может. Ну, вот смотрите, митрополит Арсений. Я принадлежу к другой конфессии. Я это никогда не скрывал, я всегда говорил, что и остаюсь прихожанином Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. У меня абсолютно другой взгляд на развитие православия, чем митрополита Арсения. Ну это ж не повод человека посадить в тюрьму, продержать год, потом с тюрьмы выпустить под залог, на выходе вручить новое подозрение и опять отправить в тюрьму. Это не то, что подло, это ну просто поступление. Нет, так там, ладно, там цирк устроили, 3 заседания в 3 районных судах. Я видел. Давление 200... Сроки были пропущены. Давление 200 на 100, скорая, больница, потом назад, потом в СИЗО. Смотрите, это четко показывает. Это делалось, во-первых, я официально говорю, это делалось по решению лично Владимира Александровича Зеленского. Если начнут рассказывать опять, что там Єленський, Ермак, хряк якийсь. Нет, это все делалось по личному указанию Владимира Александровича Зеленского. Значит, старца можно было под домашний арест определить. Цілодобовый, ночной. Не-не, в тюрьму, в СИЗО. А знаете почему? Потому что это не людь Зеленский, потому что он сатанист, и потому что он действует для того, чтобы расколоть общество, уничтожить православие и тому подобное. Значит, отправляют в СИЗО вместо того, хотя можно было вызначать заставу, поруки, народный депутат Гриб приехала, ну все видели. Скорая, не скорая. Знаете, какой результат? Зеленский получил узника совести, УПЦ получила мученика, а верующие ходят и думают, ну, Господь, ну, все понимают, но это просто низость и ниже плинтуса. Это даже, ну, я еще раз повторяюсь, да взгляд на развитие православия, на историю, на еще что-то. У каждого может быть свой. Это что, Пола в тюрьму посадить? А знаете, зачем садят? Для того, чтобы митрополит Арсений согласился пойти на обмен. И кого-то с Российской Федерации, притом знакового, явно кого-то, кто ценен, ну, для Российской Федерации, обменять. Смотрите, говорит митрополит Арсений, я украинец, я нужен Украине, я не собираюсь в Россию, тем более во время войны. Но ему прямо Зеленский вот этим арестом передает посыл. Я просто, смотрите... Либо обмен, либо умри. Я не устаю напоминать, владыка Арсений – это настоятель Святогорского монастыря, Святогорской лавры. То есть, чтобы просто было понятно, что это одна из там 4 столпов украинского православия. 3 лавр имеется в виду, да, и это прям очень важное место. Плюс там еще бои.
И Арсения принимали за то, что он, видите ли, на проповеди, хотя есть видео, то есть ничего такого он не говорил. Он на проповеди сказал, это первое обвинение, что, дорогие прихожане, вы тудой не едьте, потому что там блокпосты, чтобы вы не пострадали, едьте вот лучше вот так, вот так, вот так. Его дважды в подвалах приваливало во время обстрелов, российских обстрелов. Его откапывали. Ну, то есть, это просто, я же еще раз говорю, эта ситуация не касается ни конфессиональной принадлежности, ни, ну, вообще ничего. Она касается одного – человечности. Она касается отношения к Богу от слова «вообще». И она касается людского. Там нету ни людского, ни Божьего, ничего. В поступках я имею в виду Зеленского. И это посыл был. Либо ты, это принуждение к обмену, либо ты соглашаешься на обмен, Подождите, ну а либо, смысл этих либо обменов? умри в тюрьме. Ну вот смысл этих обменов. Смотрите, точно так же есть версия, что там же вчера передали нардепу Евгения Шевченко дело пожизненное, пожизненное. Ну, то есть он там больше года сидит. Почему к нему пришли? Потому что он в Телеграме начал писать, когда победил Трамп на выборах. Вот, мол, Вселенский, давай. Ну, вот это вот все. Переговоры, все остальное. И вот он сидит. Там Беларусь прикрутили туда, удобрения, там бизнес, высказывания. А В общем, ничего, что он с Белоруссией вел переговоры по указанию Ермака и под так вы же видите, что они всех вот этих, ну, зачищают и отбрасывают подальше. Я считаю, что дело по госизмене народного депутата Украины Евгения Шевченко может быть рассмотрено исключительно в контексте того, кто отдавал приказы, отправлял, сопровождал, выдавал удостоверения, ну, понимаем, да, то есть полномочия давал и так далее, и так далее. И тогда никакой госизмены не будет, оно же развеется, потому что решение о переговорах принималось на высшем государственном уровне. Это же не Шевченко взял и сепаратно поехал там к Лукашенку или к Путину куда-то. Нет, и это знают все, что его направлял Андрей Борисович Ермак. Это знают все, что его сопровождало Главное управление разведки, что это была целая программа. А если говорить до 2022 года, так тогда я дико извиняюсь, Арахамию надо на 3 пожизненных посадить, потому что он бизнес сделал на электроэнергии с Беларусью. Ну, так же так, это тоже всем известный факт. Почему нет? То есть нас помещают в этих вопросах в такой же сюрреализм, как военный. Притом для чего? Чтобы разделять и властвовать. Поэтому я и говорю, должно быть понятие людского и нелюдского. В данном случае, когда мы говорим о митрополите Арсении, который не политик, как Евгений Шевченко, не государственный деятель, а просто настоятель Святогорской лавры, который старец опекивался паствой, да, своей, то в данном случае мы говорим о том, что с ним борется нелюдь, антихрист. А в случае с Шевченком это вообще пример классический слива, о котором мы говорили с вами. Что надо, насырскую папочку приготовят и скажут, ты был вот это, поместят в соседнюю камеру и все. Понимаете? Я вам скажу, там еще один есть заключенный, которому 87 лет.
который, ну, никак никуда убежать не может и спокойно мог бы находиться под домашним арестом, я о Богуславе. Но есть один момент, есть двигателя, которые использовались и используются для некоторых образцов оружия, которое изготавливается на базе разработок Моторсичи. И если выпустить, ну, возьми Богуслаев, кому-то это скажет, ну, понимаете, расскажет, а там патенты, а там взаимоотношения, в том числе международные. Мы же помним всю историю Моторсичи, да, которая была. А там мы это самое, поэтому хай сидит себе и молчит. А то, что умрет в тюрьме, ну, сепаратист, негодяй, агент Кремля и так далее, и так далее. Ну, агентам Кремля, сепаратистам, преступникам, кем угодно, объявить человека может только кто? Суд. Не было приговора никакого, даже промежуточного, ни по Богуслаеву, ни по Шевченку, ни по митрополиту Арсению, да вообще ни по кому. А ярлыки вешаются. На тебе агент, на тебе это, а выпустить нельзя, а это вот это, ну и так далее, и так далее. Я хочу единственное сказать, это началось не из Зеленского. Это началось как раз с Данилыча, когда одним говорили, что они прекрасные, вторых в тюрьму, одним заводы, пароходы, вторым палкой по голове или ремешком на горло. Вот с этого момента все и началось. И когда я слышу, что вот честно, я несколько раз вот это вот перечитывал, вникал, думал, вот сидит Данилович такой и говорит, мне так, мне так, вот это стыдно, мне так некого, вот это вот когда на колени какие-то зеленые человечки ставили украинских военных. Мне так вот, армия была превращена там, ну, вы читали все. Я дико извиняюсь, это не по формуле Бакая, друга Кучмы, премьер Пустовойтенко не с одобрения президента Кучмы случайно стратегические самолеты передал в Российскую Федерацию, с которых по сегодняшний день по нам летит. Ракеты, вы же помните, да, это газ в обмен на это. Так не стыд его брать должен, а рука к пистолету тянуться, потому что, ну, я дико извиняюсь, вы, Леонид Данилович, о чем? Или вот эти два пассажа я, конечно, это, говорит, классным премьером был Виктор Федорович Янукович, но очень плохим президентом. Леонид Данилович, я вас разочарую. Либо был хорошим и премьером, и президентом, либо был дерьмом. А вы хотите разделить на то, что при вас было это хорошо, а то, что при этом самом, при нем, ну уже когда он стал президентом, было плохо. Ну так не бывает, нету такого. Или Табачник с Медведчуком были эффективными госслужащими при мне, а при Януковиче стали агентами Кремля. Ну, я там перефразирую, смысл тот же. Я опять же дико извиняюсь, но Медведчук кумом Кучмы стал не при Януковиче. Путина. Ой, Путина. Да, стал не при Януковиче. И, ну,
легко свалить. Можно сейчас свалить на тех, кто умер, или убежал, ну, куда-то, или уехал, все что угодно. Но люби Боже правду, что именно Леонид Данилович положил начало олигархии, распродаже украинской армии, которая потужно совершил потом мужественный полковник Гриценко, потому что, ну, я ж правдиво говорю, если там начало, то там в объеме все. И теперь нам выходит этот человек и рассказывает. Я понимаю, что он спасает жопу своему зятю. Я это понимаю. Зять спасал его, он спасает зятю, рассказывает, что он не на комфора, а там в Киеве. Вот, все уже поверили, уши развесили, как там. Все это самое. Я не зря уделяю Кучме так много, ну, сегодня в эфире времени. Я просто хочу сказать, что первые мины вот этой войны, вот этого звездеца, который мы все переживаем, были заложены им. И Ющенко, и Янукович, ну, не говоря уже там 14-й начался, тоже другая история. Они тянули воза, в який їх запряг именно Леонид Данилович, выстроил правила, по которым этот телегу надо тянуть. И ЦОП-ЦОБ им делали с запада и востока, именно с подачи выстроенной, которая была выстроена при Леониде Даниловиче. Поэтому ни в коей мере, не защищая ни Ющенко, ни Януковича, ни Порошенко, ни тем более этого нелюдя Зеленского, як говорят, люби Боже правду. Да, Начало. друзья, значит, мы в прямом эфире, приходят новости о том, что умер легендарный ведущий «Утренней почты» Юрий Николаев. Ему было 76, ему стало плохо, когда он был дома. Длительная борьба у него была с заболеванием легких. Это вот стало вот известно вот сейчас, в момент нашего прямого эфира. Ну, это человек на там, «Утренняя звезда», «Утренняя почта», да, на чьих эфирах выросли. До поколения – это передача моего детства. И украинцы, вообще, ну, это Нет, прям... ну я прямо говорю, это передача моего детства. Моя мама всегда включала смотреть «Утреннюю почту». Я это помню прекрасно, естественно, я смотрел, слушал. Поэтому, ну, это часть... Смотрите, нельзя отказаться от того, что мы пережили. Вот человек пережил что-то. Это все равно отказаться от этого что-то, что отрезать кусок себя. Ну, так вы же понимаете, на этом строится и политика последних лет. На этом. Потому что складывается впечатление, что до Зеленского вообще ничего не было. Нет, так я, смотрите. Понимаете? Ничего не было. План этих глобалистов, друзей, близких, там, идеологов Зеленского и всей вот этой зеленой гнид, их план очень простой. Им надо стереть национальную память украинцев до 91-го, а лучше до 2019-го. Ну, да, так и есть, так и действует. Это еще лучше. Давайте подведем итоги нашего голосования. Что из перечисленного представляет наибольшую опасность для Зеленского? 9% протесты гражданских, стычки с ТЦК, 15% солдатские бунты, акции ветеранов, 19% рывки России вперед и риск ликвидации, и 58% это деньги, урезание финансирования Западом. Ну, тут сегодня Каллас вышла, говорит, к 30-му году примем там Украину, Молдову, короче, всех понапринимаем. Делаем это не из удовольствия, просто нам нужно развиваться, нам нужно идти вперед. Кая Каллас принимает Украину, и там отчеты уже выдает
дают, что нет, ну, конечно, мы вас примем, но вы там наведите порядок с верховенством права, с коррупцией, и все это Кстати, бурно... очень интересный отчет, рекомендую всем почитать. Завтра сделаю выдержки, думаю, и в ютубчике, и на телеграм-канале. У меня, кстати, сегодня в Facebook снесли одну из моих страниц. 29 тысяч подписчиков, там по 100 тысяч просмотров видео набирали, больше снесли нафиг, это ж санкции типа, ну, Ну, понятно, да. Вот такая вот свобода и верховенство права. Друзья, перейдем к вашим вопросам. В режиме Блиц поехали, потому что будут вопросы и на канале Игоря Мосейчука совсем скоро. Ну, буквально давайте несколько. Добрый день. Мосейчук давно занимается популизмом, что нужен мир и переговоры и так далее. Но неужели найдется человек, который согласится на похабный мир? Путин скажет: я не согласен на перемирие, только на своих условиях. Что дальше? Никто на Украине на это на себя не возьмет. И вы это знаете. Тогда зачем будоражите народ своей ложью? Смотрите, я не знаю, кто задал этот вопрос, я сразу скажу. Если для меня будет стоять на весах мир на плохих условиях, на очень плохих, но сохранение государственности с одной стороны, и с другой стороны потеря государственности, я выберу плохие условия мира для сохранения страны и жизни народа. И это не популизм, и я не один такой, и есть много людей, которые на это готовы, и которые готовы подписать это. Оксана задает вопрос. Это была, кстати, Юлия Мусина. Оксана задает вопрос. ТЦК похищают гражданских, забивают их до смерти. Люди попадают без вести. Гражданских, которые остались в Покровске, называют ждунами, относятся к ним соответственно. А когда появляется видео, где дрон поражает гражданских, все почему-то говорят, что это невозможно, что это ВСУ. После 2 мая, когда людей сожгли, кто-то еще говорит о невозможном. Не хочу говорить на эту тему только по одной причине. Гражданских могли убить и одни, и вторые. Использовать для пропаганды могли одни и вторые. Я не следствие, я не могу установить кто. Я могу сказать только одно. Война убивает. Убивает гражданских, убивает детей. Чем быстрее мы ее прекратим, тем меньше будет жертв. Все. А выяснять это следствие должно быть. Это соответственные органы должны быть, которые будут выяснять. В условиях войны ДБР будет говорить, что это россияне, Следственный комитет РФ будет говорить, что это украинцы. Игорь, Петр пишет, не утонет ли тот грядущий расследователь дел и этой предыдущей власти в их количестве и объеме? Ведь расследований там на десятилетия. Ну, на самом деле, при желании, я общался с юристами, людьми, которые понимают толки в следствии и в защите, при желании 3 лет в голову достаточно для того, чтобы получить приговоры оправдательные или обвинительные. Этого желания надо, понимаете? Вот было следствие, целую спецпрокуратуру, спецотдел создали по делам Майдана, да? Я дико извиняюсь, а где хоть одно дело в суде, приговоры и еще что-то? Срава Мазала, а не следствие, понимаете? Вот и все.
Так, Виталий, добрый вечер. Александр Владимирович, помните Томми Робинсона, который выводил недавно сотни тысяч британцев на демонстрацию консервативной оппозиции в Лондоне? Так вот, его обвинили в терроризме на основании того, что он отказался предоставить полиции доступ к своему телефону. Сегодня был суд, его защита добилась оправдательного решения, а оплатил его судебные издержки Илон Маск. Отсюда два вопроса. Игорь Владимирович, куда Зеленский тащит Украину? И пытались ли вы выйти на структуры Маска с просьбой помощи в судебных исках? Заранее спасибо за ответ. Начну с конца. Все судебные дела, которые веду я или ведут мои адвокаты по моему поручению, оплачиваются либо лично мной, либо, если это общее, дело, а не личное, оплачиваются моими соратниками, друзьями. Это не требует затрат Илона Маска, это даже не требует вмешательства какого-либо украинского олигарха, крупного бизнесмена. Ну, так, как говорится, справляемся. Это одна часть вопроса. Вторая часть вопроса. Илон Маск отстаивает, он мне импонирует не как миллиардер и самый богатый там или второй, они же там меняются местами по богатству человека в мире, и не из-за денег. Он мне импонирует из-за взглядов. Его поддержка консерваторов мне импонирует, потому что я сам по взглядам консерватор. Я понимаю, что такое отстаивание национальных интересов, отстаивание свободы слова. Вот мы на Иксе ж не сносят аккаунт, когда твои видео начинают набирать там 100 или 200 тысяч просмотров, а на Фейсбуке сносят, потому что Центр противодействия этой пропаганды попросил, как там говорят. Или Так, Александр спрашивает, поединок Игоря с Шаховым в прямом эфире закончился тогда поражением Мосейчука. А на что рассчитывал он, когда хотел побить Виталия Кличко? Значит, интересный вопрос. Ну, во-первых, давайте по Шахову пройдемся. Во-первых, это Шахова взяли эмоции, я от него абсолютно не ожидал агрессии, ну, такой хватаний, потому что я его первый не бил. Это его эмоции взяли. Во-вторых, я был тогда сразу после ранения, я упал, там, ну, короче, такая история. Вторую вещь, которую я скажу, до этого момента и после этого, когда мы пожали друг другу руки с Шаховым, у меня с Сергеем Шаховым были и остаются на всю минуту дружеские отношения. Мы созваниваемся, общаемся, встречаем, кофе пьем, иногда рюмку чая даже позволяем себе. Поэтому это то, что касается Шахова. Что касается Виталия Кличка, ну, я скажу эмоции. Наверное, сегодняшний Мосейчук бы не побежал биться с Кличком. И не потому, что он чемпион мира по боксу, потому что навряд ли я вообще побежал бы с кем-либо биться. Надо бить. Да, значить, следующий вопрос. Давайте чат трансляції. Олександр запитає Мосійчука, яка його думка, до Нового року бойові дії закінчаться, і чи це останній військовий стан в Україні? Ну, по-перше, цей військовий стан має тривати ще до після Нового року, якщо його не відмінять. До февраля, да. До лютого. По-друге, шановний глядач, я думаю, що до лютого, так як Трамп сидить на березі і спостерігає, очікувати припинення бойових дій можна тільки в випадку якоїсь екстраординарної ситуації, яка може виникнути чи на фронті, чи в внутрішньополітичному житті країни.
Так, вопрос гостю. Как вы понимаете цели ударов России по энергосистеме Украины? Очень простые цели. Черная зима, протести українців, виїзд українців, ну і так далі. Тактически разорвать цепь энергоснабжения левый и правый берег Днепра, западные, центральные, восточные и южные регионы, ну вот приблизительно так. Так, значит... Так. Продолжаем. Значит. Вопрос, кто Мосейчук по гороскопу? Телец. Телец Мосейчук по гороскопу. Ну, многим это важно. Это такой момент. Я народився 5 травня 1972 року, 5 мая 1972 года. Значит, есть ли взаимные требования Украины и России друг к другу, по которым компромиссы, соответственно, мир, остановка войны невозможны? Или все выполнимо и приемлемо для обеих сторон? Повторю. Много вопросов, смотрите, особенно вот там, и просто люди пишут, странные парадоксы. Россия, получается, воюет за то, чтобы Украина исполняла свою конституцию. Смотрите, если брать гуманитарную сферу, неприемлемых вопросов для Украины нету. Ну, то есть ни одно из гуманитарных требований России к Украине не может стать как бы причиной пойти на самоубийство, пойти на смерти, пойти и так далее, и так далее. Если говорить о территориальных вопросах, я повторюсь, для Украины это будет очень тяжелый мир, ну, приблизительно как для Финляндии в 1944-м. Но хочу отметить, недавно гулял по Хельсинки, смотрю памятник Александру II, российскому императору, и никто его не сносит как-то. Ой, друзья, это прям, конечно, это просто великолепно. Полетели в чате обсуждать. Одни говорят, Мосейчук еще молодой, другие говорят... Пенек старый. Пенек старый, в общем, по-разному. Друзья, значит, переносимся в YouTube-канал Игоря Мосейчука. Там он отвечать будет тоже в прямом эфире на ваши вопросы. Игорь Владимирович, благодарю за время и мысли. Спасибо вам, Александр. Спасибо нашим зрителям уважаемым. Дорогие друзья, поддержите канал Александра Шелеста. Это важно во время санкций, потому что зеленые гниды не спят. Они пытаются снести все, что угодно и как угодно, и добраться до чего угодно. Поэтому лайк, репост, донат. И будет вам счастье, будет всем нам мир, и будем жить, друзья. Берегите себя, всем добра и света. Сегодня еще повидаемся в шуме. До скорого!